Всем привет, с вами Ворон, и сегодня я записываю видеоурок, туториал по Freerunning Story 2.25. Насчет установки, я думаю, объяснять не стану. Те, у кого проблемы с лаунчером, могут установить автоматической установкой. Если проблемы с автоматической, можно установить ручную. Насчет ручной я, наверное, в описании укажу, какие программы нужны. А если уж совсем проблема, то можно будет скачать, конечно же, сборку. То есть GTA San Andreas и Freerunning Story уже сборка. Просто вы устанавливаете и играете. Все ссылки будут в описании, сразу говорю. И, значит, приступим мы к изучению модификации. Начнем мы с сочетания клавиш Alt и P. P латинская. Итак, у нас открывается панель управления. Здесь несколько пунктов. Первые 5 пунктов соответствуют режимам модификации. Здесь мы можем просматривать, какие трюки, какие клавиши соответствуют трюкам различным из разных режимов. И в версии 2.25 появился такой режим, User Mode называется. Он позволяет брать трюки из всех режимов, кроме трикинга, и как бы объединять это все в один режим и настраивать клавиши. Те, кто не знает, как обращаться с панелью, вы можете посмотреть видеоурок версии 2.1. А я пока покажу, как обращаться с панелью с разделом User Mode. Значит, для того, чтобы назначить какую-то клавишу какому-либо трюку, можно нажать клавишу, сначала стрелками мы выбираем нужный нам пункт, нужный трюк, а затем нажимаем клавишу спринта. У кого-то это пробел, у кого-то Shift, у кого-то может еще что-нибудь. Лично у меня стоит пробел. Вот, жмем пробел, вот она начала мигать, и мы нажимаем ту кнопку, на которую мы хотим поставить данный трюк. То есть, чтобы он воспроизводился именно на эту клавишу. Например, я хочу на Q. Дальше, допустим, Speed на R, там Over на единичку. Следующая страница, фронт там на двоечку. Следующая, Fly Roll там на тройку, Lazy Bomb на четверку, пусть будет. Так, пока хватит, я думаю. Вот. И, значит, мы можем включить этот режим. Вот, мы можем посмотреть здесь горячие клавиши. User Mode у нас забит на Alt плюс R по умолчанию. Мы можем изменить, конечно же, эту клавишу, но я ее менять не буду. Итак, значит, попробуем включить. Так, вот в правом верхнем углу мы видим, что у нас изменился режим. И попробуем что-нибудь сделать. В общем, я думаю, здесь понятно, что все работает. Также, если вы хотите убрать вообще какой-то трюк из использования в данном режиме, вы просто можете выбрать нужный трюк и нажать кнопочку либо Delete, либо кнопочку стирания Backspace. И вот сейчас я Delete применил, сейчас вот Backspace, и мы обратно убираем все, то есть эти клавиши, и они перестанут работать у нас. Вот так, так. И все. Теперь я на эти клавиши не стоять. И теперь мы на эти клавиши ничего не можем делать. Вот так-то, в общем, здесь все. Остальное, как я уже сказал, можно посмотреть в видеоуроке к версии 2.1. Если у вас какие-то проблемы с этим режимом или вообще с режимами, можете сбросить клавиши. Правда, вот я забыл в статус мода включить User Mode. Ладно. Я думаю, это не так уж страшно. Я сомневаюсь, что кто-то вообще использует вот через панель переключается. Конечно, намного удобнее использовать горячие клавиши.
По поводу некоторых трюков. Вот, например, взять такие новые трюки, как... Давайте посмотрим, какие у нас новые трюки. Итак, значит, Fly-Roll. Ну, Fly-Roll, я думаю, понятно, как делать. Просто нажимаем клавишу, и он делается у нас. Цукахара, Lazy Bomb и Palm Drop делаются с края крыши. То есть нужно бежать в сторону края крыши, зажав какую-либо из клавиш, например, Цукахары или Lazy Bomb или Palm Drop. Естественно, Цукахара делается только с определенной высоты. То есть если высота крыши определенная, именно вот имеется там какое-то определенное расстояние, то тогда этот трюк сделается. Если там, допустим, буквально метр до земли, то, естественно, этот трюк делаться не будет. Lazy Bomb делается практически на таких маленьких уступах. Если будет большая высота, то делается Lazy Front. Дальше Palm Drop. Palm Drop это у нас делается тоже с достаточно небольшой высоты. Дальше, вот много вопросов возникает по поводу трюка Rotate 180. Я хочу уточнить. Rotate 180 переводится с английского как разворот на 180 градусов. То есть, это фактически не трюк, а просто такая вот такой разворот на 180 градусов на месте просто. Просто были такие просьбы сделать эту возможность, потому что эта возможность была в игре Freerunning, и многим она понравилась, и я решил тоже ее добавить. Вот. На этом я, пожалуй, закончу. Здесь ничего вроде не должно быть непонятного. Если что-то непонятно действительно, то пишите в комментариях. Я обязательно отвечу. Может быть, даже видео еще одно сниму. Если будут, мало ли, проблемы с установкой там мода. Хотя это я сомневаюсь, конечно, но мало ли. Всякое бывает. Удачи, удачных вам праздников. С наступившим Новым годом, конечно же. Играйте на нашем сервере. IP его указан в описании к видео. Также заходите на наш сайт, в нашу группу ВК. Все ссылки в описании. Пока!